Всем привет, кто смотрит этот канал и кто сегодня сюда попал случайно. Раньше на обзоре у меня было вот таких два тестера. Один маленький, но очень умный, с которым может работать даже школьник. Второй более профессиональный и более сложный. Так вот, имеем два тестера. Один маленький, но очень умный, очень простой в эксплуатации. Второй более профессиональный, более громоздкий, но с большим функционалом. И между ними образовалась ниша незаполненная. Так вот, сегодня обзор третьего тестера, который как раз таки и занимает нишу промежуточную между маленьким тестером и между большим тестером. Этот тестер точно такой же умный, как и маленький, то есть он автоматический. С ним может работать даже школьник. Поставляется в такой коробке, в такой вот комплектации. Опять же находится в защитном чехле. И имеет вот такой вот красивый вид. Очень похож по дизайну на маленький тестер, но функционал его намного шире. Функционал очень близкий к этому тестеру. Имеем непосредственно сам тестер, набор щупов, термопара и инструкция по эксплуатации. Если мы возьмем характеристики этих двух тестеров, то они абсолютно одинаковые. Тот же класс электрозащиты. Эти два тестера близнецы-братья, но различия некоторые все-таки есть. И сейчас я их покажу. Оба тестера имеют защитный кожух из термоустойчивого пластика. Так вот, первое отличие. Элементы питания. Для того, чтобы поменять элементы питания на новом тестере, надо снять сначала защитный кожух. Откручиваем один единственный винтик и будет отсек для батареек, то есть для элементов питания. И как видно, у нового тестера питание идет от 3 мини-пальчиковых батарей, у большого тестера от 2 пальчиковых батарей. Каждая батарея по 1,5 вольта подключены последовательно, то есть на этом тестере питание 3 вольта, на этом тестере питание 4,5 вольта. Соответственно, от этого тестера светодиоды будут зажигаться более успешно. Оба тестера имеют одинаковые предохранители. Их установлено 2 штуки, один на 10 ампер, второй на 600 миллиампер. Оба тестера имеют по 4 гнезда для щупов. Только в большом тестере они расположены на лицевой панели, на новом на торце. И тут есть световые индикаторы, выносные антенны NSV, потому что в маленьком тестере антенна NSV была встроена в середину корпуса. Здесь и здесь антенна выносная для большей чувствительности. И отличие, соответственно, по набору кнопок, потому что этот прибор, можно сказать, ручной, этот полностью автоматический, то есть умный. К плюсам нового тестера можно отнести то, что он имеет ряд функциональных кнопок, которые вынесены отдельно для удобства пользователя. Щупы на обоих тестерах абсолютно одинаковые. Максимально рассчитаны на 10 ампер и на 1000 вольт. Диапазон измерений этого тестера абсолютно такой, как и у большого тестера. Максимально может измерять 10 ампер, но щуп надо переставить на определенное гнездо. И максимально может измерять 750 вольт переменного тока и 1000 вольт постоянного тока. Включается тестер отдельной кнопкой, которая расположена вверху корпуса для удобства пользования. И для того, чтобы включить кнопку, надо нажать и удерживать несколько секунд. Включается экран, который у нас теперь уже цветной. В предыдущем тестере экран был монохромный, с подсветкой. В новом тестере подсветки на экране нет, и смысла в ней нету, потому что экран теперь подсвечивается постоянно. Тестер для экономии аккумуляторных батарей имеет функцию самоотключения. То есть, если вы включенный тестер оставили и не пользуетесь им больше 15 минут, он автоматически подаст звуковой сигнал и отключится. Но если раньше на тестере для того, чтобы отключить эту функцию самоотключения, нужно было зажать клавишу и только потом включить тестер, в этом случае эта функция отключалась. Для того, чтобы ее включить назад, нужно было выключить тестер и снова его включить. Видно, появился значок о том, что эта функция включена.
то теперь за это отвечает отдельная кнопка, которая расположена сбоку корпуса, и сделано это для, опять же, удобства пользователя. Теперь эта функция включается и выключается одним нажатием клавиши. Светится значок «Функция включена». Нажали на кнопочку, функция отключилась. Точно так просто и включается назад. Сейчас эта функция присутствует абсолютно на всех мультиметрах, и она очень удобная, потому что очень нехорошо, когда тестер отключается в самый неподходящий момент. Ну и кроме того, все тестеры сейчас имеют значок разряда аккумуляторных батарей. То есть, если напряжение на аккумуляторных батареях падает, загорается предупредительный сигнал. Точно такая история и с включением фонарика. Если раньше для того, чтобы фонарик включить, нужно было нажать кнопку и удерживать, то теперь за фонарик опять же отвечает отдельная кнопка сбоку корпуса. Вот нарисован фонарик. Включили кнопочку, нажали, фонарик включился. Нажали, выключился. Все очень быстро и просто. Опять же сделано все для удобства пользователя. Если раньше для того, чтобы воспользоваться этими функциями, было некоторое неудобство, то теперь производитель учел эти ошибки и все поправил. И надо сказать, что пользоваться тестером и этими функциями стало действительно намного удобнее. Давайте установим щупы. Щупы закрыты такими бесполезными заглушками. Я лично их сразу выбрасываю и не совсем понимаю, зачем они нужны. Гнезда для щупов расположены на торце. И щупы в гнезда входят довольно плотно. Щупы для избежания поражения током имеют защитные колпачки, но это уже стало хорошей традицией для всех буквально тестеров. Этот тестер также умеет подсказывать, какие именно гнезда нужно установить щупы на определенных режимах. Если мы будем переключать режимы, будут моргать световые индикаторы, они будут моргать 5 раз и подсказывать нам, в какие именно гнезда нужно поставить нам щупы. Тестер может работать в смарт-режиме, то есть в автоматическом, о чем говорит эта надпись. И в этом режиме он может определять автоматически напряжение, сопротивление и прозвонку. Для всех остальных режимов нужно переключаться на ручной режим. Ну и понятное дело, что тестер может работать и в ручном режиме. Для этого надо нажать вот эту вот кнопочку, функцию. Дисплей имеет четырехзначное показание, по умолчанию показывает температуру в градусах Цельсия и имеет аналоговую шкалу. Вот она. Аналоговая шкала — это очень удобная вещь, потому что если значение меняется очень быстро, то цифровой дисплей просто не успевает поменять показания. Аналоговая шкала меняет показания моментально. Для того, чтобы войти в ручной режим, нужно один раз нажать кнопку «Авто». И вы в ручном режиме. Переключение по режимам, соответственно, опять нажимаем поочередно кнопку «Авто». Для того, чтобы вернуться из любого положения в авторежим, кнопку нажали и держим несколько секунд. Тестер переходит в смарт-режим. Режимы работы прибора, стандартный, как для любого тестера, может определять напряжение, сопротивление, прозвонку, тест диодов, емкость конденсаторов, режим низкого напряжения, постоянный переменный ток, частота, температура, режимы NSV Live, режим постоянный переменный ток низкий и режим постоянный переменный ток около 10 ампер, но не больше 10 ампер. Чего нет в этом тестере, это режима определения микроампер. В большом тестере этот режим был. Теперь давайте проверим напряжение в авторежиме в бытовой розетке. Показывает 224 вольта, сам определил, что это переменный ток, показывает 49,9 Гц. Также работает аналоговая шкала. Проверим сопротивление в авторежиме. Опять же, все делает автоматически. 159 килоом. Скорость работы, сами видите, немножко задумывается. Ну и, соответственно, режим прозвонки. Показывает 46 Ом, звучит сигнал и горит зеленый индикатор, то есть замыкание. Если сопротивление меньше 50 Ом, он это считает как замыкание.
Это то, что можно проверить в автоматическом режиме, с чем справится даже школьник. Есть также ручной режим. Для того, чтобы в него перейти, нужно нажать эту кнопку. Теперь мы в ручном режиме. В ручном режиме у нас есть следующие параметры. Кнопка Range. Можем устанавливать ранг показаний, то есть двигать запятую по дисплею. 3 значения после запятой, 2 значения после запятой, 1 значение после запятой. Еще раз померяем нашу батарейку. 1,2 вольта. Постоянный ток. Для того, чтобы перейти в переменный ток, нужно нажать кнопку Cell. Теперь мы в режиме переменного тока. Давайте снова проверим напряжение бытовой розетки, не ранжируя показания. Сейчас он нам покажет значение All. То есть мы вышли за значения, которые были заданы. Он не может справиться. Но он автоматически ранжируется и опять нам показывает 224 вольта переменного тока. Если мы поменяем ранжировку, опять проверим напряжение, то значение All выскакивать не будет. То есть этот прибор допускает, если вдруг пользователь ошибся в ранжировке. Прибор от этого не сгорит, прибор сам перестроится под нужные показания. Довольно умная штука, потому что старые советские тестеры на этой ранжировке могли и погореть. Ну и кроме того, есть у нас еще показания. Минимум, максимум. Можем фиксировать максимальные показания, минимальные показания. Для того, чтобы выйти из этих режимов, нажимаем кнопочку и удерживаем несколько секунд. Если нам надо показания зафиксировать, но сначала нужно перейти на постоянный ток, потому что я остался на переменном. Допустим, если мы хотим зафиксировать показания, нужно нажать кнопочку Hold. Высветится, соответственно, значение Hold, и показания будут зафиксированы. Для того, чтобы снять фиксацию, опять нажимаем кнопочку Hold. Если нажать эту кнопочку и удерживать, перейдем в режим REL, то есть прибор будет работать в режиме относительных значений. Чтобы выйти из этого режима, опять же нажимаем и удерживаем кнопочку. Тут надо сказать, что этот прибор представляет собой интеллектуальный цифровой мультиметр с частичным среднеквадратическим измерением. Имеет аналоговую шкалу, имеет цифровую шкалу. То есть на сегодняшний день довольно прогрессивная штука. Нажимаем красную кнопку, переходим в ручной режим измерения сопротивления. Опять же цифровая шкала, аналоговая шкала. Ну и заодно еще температуру показывает. Еще раз нажимаем. Переходим в режим прозвонки или так называемый тест на непрерывность. Хотелось бы, чтобы он срабатывал побыстрее. Переходим в режим теста диодов. Красный щуп соединяем с анодом, черный с катодом. Имеем 2 вольта. Меняем местами, то есть меняем полярность, будем иметь значение All, то есть ток в другую сторону не идет. Переходим в режим измерения емкости конденсаторов. Возьмем конденсатор минус на минус, плюс на плюс. И посмотрим, как прибор с этим справится. Немножко долго думает. 3,4 микрофарада. Посмотрим, что на конденсаторе. 3,3 микрофарада. То есть прибор справился без проблем. Перейдем в режим измерения малых напряжений. Возьмем разряженную батарейку. Посмотрим, что она нам покажет. А заряженная батарейка покажет значение All, потому что значения вышли за показания прибора, то есть за возможности прибора. Опять же, можно менять постоянный ток на переменный. Перейдем в режим измерения частоты герцев. Ради интереса возьмем батарейку. Посмотрим, что он нам покажет. Постоянный ток, никаких герц быть не должно. Долго думает, но тем не менее показывает 0. Все правильно. А если в бытовую розетку, должен показать около 50. Опять же, долго думает, но показывает 50 Гц и 50% скважности.
Перейдем в режим измерения температуры. Прибор нам показывает, в какие именно гнезда надо вставить термопару. Термопара у нас в таком вот целлофановом пакетике. Я ее еще даже не распаковывал. Первый раз. Ну, давайте поменяем. Установил я термопару. Она представляет собой вот такое вот зрелище. В прошлом видео знающие люди мне написали, что это настоящая термопара. И такая она и должна быть. И прибор тут же показывает значение по Цельсию, значение по Фаренгейту. Сразу два значения. Одной температуры, но по разным единицам измерения. Возьмем стакан с водой и макнем туда термопару. Показывает 48 градусов по Цельсию, 118 по Фаренгейту. Притом шкала по Цельсию она идет как основная. Согласно паспортным данным, отклонение в показаниях не больше 1%. Ну, где-то так оно и есть. Следующий режим, мой любимый NSV Live. Переходим в него, сразу он становится в NSV, но мы сейчас перейдем в Live. Для того, чтобы перейти, надо нажать кнопочку Cell. На экране появляется Live, и мы в режиме определения провода под напряжением. То есть, если проще, это контролька. Та же контролька, которая есть практически в каждом доме. Берем нашу бытовую розетку, ищем фазный провод. Потому что в розетке один фазный провод, один провод нулевой. Ничего прибор не показывает, значит провод нулевой. Следующий должен быть фазный рядом. Так и есть. Горит красный индикатор. Пищит сигнал. Этот провод под напряжением. Этот провод нулевой. И так по всей розетке. Нулевой, фазный, нулевой, фазный. Очень полезная функция для дома. Ну и в этом большом тестере, если помните, если напряжение превышало 60 вольт, то дисплей загорался тревожным красным цветом. Здесь ничего тревожным красным цветом не загорается. Ну и переходим в режим NSV. Для этого нам щупы уже не нужны. Что это за режим? Это режим бесконтактного определения напряжения переменного тока. Если проще, то с помощью этого режима можно найти скрытую проводку под штукатуркой. Прибор этот имеет выносную антенну NSV. Ну и давайте сравним чувствительность антенн этого прибора и большого прибора. Когда слабое поле, будет гореть зеленый индикатор. Когда сильное поле, будет гореть красный индикатор. Провод на одинаковом расстоянии. 220 вольт, бытовая розетка. Давайте посмотрим, как работают антенны NSV. Вот порог срабатывания низкой чувствительности на таком расстоянии. Посмотрим, как себя поведет новый прибор. Вот так, чтобы было виднее, практически расстояние одинаковое. Может быть, новый прибор чуть-чуть проигрывает большому прибору. Давайте подвинем дальше. Вот, высокая чувствительность большого прибора. Высокая чувствительность нового прибора. На таком расстоянии. В общем, по антенне NSV, в общем и в целом, новый прибор немножко проиграл большому тестеру. Все-таки у него антенна работает лучше. Остались два последних режима проверки силы тока. Они выделены желтым цветом на табло. Для того, чтобы их проверить, соответственно, надо подключить щуп. Подключается он или в этот разъем, или в этот разъем, в зависимости от того, какую силу тока будем измерять.
И тут в процессе тестирования выяснилась еще одна очень интересная особенность этого прибора, связанная с измерением тока. В какое бы из двух гнезд мы не воткнули щуп, на каком бы положении не стоял индикатор табло, то есть из любого режима, куда бы мы ни поставили щуп, он автоматически переходит в нужный нам режим по измерению тока. Если сейчас я переставлю щуп с 10 ампер на микроамперы, он сам поменяет показания на табло, сам перейдет в нужный режим. То есть эта умная штука понимает, в каком гнезде у него стоит положительный красный щуп. Ну, давайте возьмем батарейку и померяем, сколько она ампер нам даст. — 0,14 ампер. Вторая батарейка 0,700 ампер. Третья батарейка, которая дохлая, соответственно, ничего не показывает. Давайте переключимся на микроампер. Для этого просто вытащили щуп, переставили. Прибор сам перешел в нужный нам режим. Ну и померяем эту злополучную батарейку. 6 микроампер она выдает. Батарейка абсолютно помершая. Так же, как и раньше, можно переходить с постоянного тока на измерение переменного тока клавишей Cell. Здесь работают режимы минимум-максимум. И кнопка Hold тоже работает. А также режим REL. Вот такой вот сегодня на обзоре был довольно интересный тестер от этой китайской компании. Ссылку на продавца я оставлю в описании, как и ссылку на сам товар. Кому интересно, можете перейти по ссылке и посмотреть на цену этого прибора. Но в целом прибор я считаю очень интересный и очень достойный. В чем-то, в мелочах, конечно, проигрывает большому прибору, но в удобстве пользования, я бы сказал, он на голову выше, чем этот прибор. А в целом можно сказать, что оба этих прибора находятся в одной весовой категории.